Привет, фотограферы! Какие ваши дела? Надеюсь, у вас все клево. Меня зовут Виталик, и нас уже почти 10 тысяч. 10 тысяч! Ого! Спасибо вам большое за то, что подписываетесь, спасибо, что смотрите. Мне очень приятно, я прям не ожидал такого активного и резкого роста. Спасибо большое. В последнее время я не очень активно выкладывал новые видео, что планирую исправлять, делать больше видео с вашей помощью. И начнем сегодня. Сегодня у нас будет такое нестандартное и даже экспериментальное видео. Я только что вернулся со своей фотопрогулки, на которую вообще-то брал вас с собой, но вы еще об этом не знаете. Как насчет увидеть процесс съемки уличных фотографий, мой процесс съемки, почти моими глазами, оказаться по ту сторону камеры, оказаться за кадром рядом с фотографом. Такой себе бэкстейдж уличной фотографии. Интересно? Начнем. Йоу, всем привет еще раз. Мы на улице, и я готов начать снимать. Погодка, как вы можете видеть, такая себе, дождик, пасмурно. На самом деле то, что нужно для стрит-фотографии. Я очень люблю снимать в дождь, точнее не в дождь, лучше после дождя, но в дождь тоже подойдет. Потому что улицы мокрые, лужи, все отражается, огни, все отражается отовсюду, от всех поверхностей, люди с зонтами. Короче, очень атмосферно и классно выглядит. В двух словах, как это все будет происходить, я буду снимать на свою камеру Fujifilm X-T3 с объективом с объективом 18-55 мм f2.8.4 и снимать видео на экшн камеру, на вот это вот Insta360 One X, которую я прикреплю, как сейчас, либо к груди, либо, может быть, даже к голове. И у нас получится такой вид от первого лица, чтобы вы, ребят, могли посмотреть, как это все происходит практически моими глазами. Ну и заодно я буду комментировать кадры, которые делаю. Посмотрим, что из этого получится. Делаю это первый раз. Погнали! Итак, я на первой локации пытаюсь сделать первый снимок дня. Почему здесь? Почему эта локация? Мне очень нравится сцена. Высотное здание на заднем плане, дорога и эстакада на среднем, светофор и люди, переходящие дорогу на переднем плане. Много деталей и очень урбанистично, я бы так сказал. Здесь я пытался как раз поймать интересного прохожего в кадр. И вот что вышло. Неплохо, мне, в принципе, нравится, но несколько факторов могли бы быть улучшены. И первое – это время. В идеале бы прийти, когда будет потемнее. Включится освещение и станет в целом атмосфернее и ламповей. Плюс было бы круто, если по эстакаде ехал бы поезд, и мне бы удалось это запечатлеть. Ну, еще если бы прохожий был бы одет немного поярче. Например, как вот эта женщина, которую я сфотографировал, когда уже уходил с точки. Надо было, наверное, подождать немного, пока она будет переходить дорогу, но я, в принципе, доволен и этим кадром. Довольно классная игра контрастов и цветов тут получилась. Как думаете? Потом я хотел получить нестандартный угол, опустив камеру пониже к земле. Благодаря этому в кадре появляется дополнительная сильная ведущая линия от пересечения бордюра и дороги, которая помогает управлять вниманием и строить композицию кадра, фокусируя внимание на центре фотографии в данном случае. Я довольно часто пользуюсь этим приемом. Затем я двинулся дальше, и здесь у нас довольно оживленный перекресток, много людей, много машин. Мне опять же нравится здание на фоне и, конечно, здоровенная лужа, через которую люди пытались перебраться, оставшись сухими. Тут каких-то сногсшибательных кадров не вышло, но вышли такие, которые передают настроение того дня, что, в принципе, подходит нам.
По поводу настроек камеры. В уличной фотографии важно не упустить момент, когда он возникает, поэтому задумываться о настройке камеры просто некогда. По этой причине я снимаю в режиме приоритета диафрагмы, когда я контролирую, диафрагму вручную, тем самым управляю глубиной резкости, а выдержка определяется автоматически камерой. Та же самая история с ISO, но тут важный момент. Для того, чтобы объекты в кадре на низких выдержках не смазывались, проверьте вашу камеру, поищите в настройках, должна быть опция, которая позволяет устанавливать минимальное значение выдержки. Тем самым вы сможете избежать смазывания объекта в кадре. Я пошел дальше, и в этой локации я опять же использую озвученные уже приемы. Та же высотка, Waldorf Astoria, это лакшери гостиница в Берлине. Теперь с другой стороны выглядит эпично, мне очень нравится. Бордюр и забор слева опять же служат как ведущие линии, направляющие линии, помогая строить кадр. Лужа и отражение, которое она дает, всегда круто, и здесь я задержался в ожидании подходящего момента и получил его. Проезжал велосипедист, который прям идеально вписался в кадр там, где и нужно. И здесь у меня два кадра в немного разной обработке. Какой вам нравится больше? Пишите в комментах. Все классно, мне все нравится. Единственное, что сейчас еще довольно светло. Где-то минут через, наверное, 30-40 будет закат, и я хочу дождаться этого времени и поснимать что-то, когда, соответственно, стемнеет и зажгутся огни. Ну, они уже горят, но когда стемнеет и будут гореть огни, и дождь, и вот это все отражение будет прям вообще топчик. Поэтому я сейчас немножко погуляю, и потом запишу и поделаю несколько кадров, когда уже будет потемнее. Но я, правда, не уверен, как будет себя вести вот эта вот штука. Потому что в плохом свете, наверное, будет не очень комфортно себя чувствовать. Но маемо, посмотрим. Немножко погуляв, подождав, пока стемнеет и включатся огни, я наткнулся на вот такую сцену. Мне очень понравились эти лампочки какого-то ресторана. Мне оставалось только проявить терпение и выждать подходящий момент. Вот такой результат я получил, и это, наверное, моя любимая фотография с этой прогулки. Очень круто выделяются здесь эти лампочки, и в то же время из-за расположения они служат как направляющая линия, как стрелка, указывающая на главный объект в кадре, что я и использовал для создания композиции здесь. Кайфую от настроения, кайфую от настроения и атмосферы в этой фотографии и еще нескольких из этой же серии. На некоторых, кстати, дождь даже помог. Из-за капель, которые попали на объектив, получился вот этот эффект боке в правой части кадра. Добавляет еще больше атмосферности. Очень круто. Ну а я пошел дальше. Эта сцена просто напрашивалась сама. Я стал прямо посреди тротуара, потому что здесь есть все, что нужно. Бэкграунд в виде уже знакомого вам здания, линии, все те же направляющие линии от тротуара слева и еще круче от торгового центра справа, которые даже еще и подсвечиваются теперь. Просто огонь. Ну и, конечно, поток прохожих, среди которых я выискивал интересных персонажей. Вот что вышло. Опять же, да, неплохо, но все-таки хотелось бы, чтобы прохожий был немного левее в центре кадра. Как, например, вот здесь. Но тут тоже, если бы велосипедист все-таки был к нам лицом, вот тогда было бы идеально. Ну а дальше
Дальше дождь усилился, стало совсем темно, я замерз, поэтому закончил свою фотопрогулку. Вот такая вышла прогулка, я сделал как минимум несколько классных кадров, которые буду размещать у себя в инстаграме. Кстати, подписывайтесь, если еще не подписаны, я пощу там довольно много стрита и урбана, ссылка будет в описании. По поводу обработки этих фотографий, я использовал по большей части пак своих пресетов для Lightroom, видео о котором есть на канале, ссылка будет на экране где-нибудь прямо сейчас, переходите, смотрите, если еще не видели. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился такой формат видео, если да, то ставьте лайк, пишите комменты, чтобы я понимал, что вы думаете, подписывайтесь на канал, и в будущем я буду делать больше таких, и не только таких роликов. На этом все, увидимся в следующих видео, пока-пока!